Приветствую вас на своем канале. Сегодня предлагаю связать вот такой стильный и модный топ. Связан он спицами по кругу, платочной вязкой. Только квадратный мотив, который украшает спинку, связан крючком. Как его вязать, мастер-класс вы найдете на моем канале. Ссылочка под этим видео. Топ на размер 46-48. Вязать его совсем просто и быстро. Если вам интересно, оставайтесь со мной. И топ я буду вязать из пряжи Нака Фиора. И состав здесь 25% лен, 35% хлопок и 40% бамбуковое волокно. Моточек 50 грамм, 150 метров. И цвет номер 11, 526. И всего на эту кофточку у меня ушло примерно 120 грамм пряжи. А для квадратного мотива я использовала вот такой мерсеризованный хлопок. Сам квадратный мотив я вязала в одну ниточку. Здесь получается в 50 граммах 280 метров. А лямочки вязала этой же нитью, только уже в 2 сложения. И толщина нити с основной пряжей у меня практически совпала. И для работы нам понадобится спицы номер 3,5. И крючком номер 2 я вязала бабушкин квадрат. И для начала мы вяжем образец платочной вязкой. Это каждый ряд провязываем лицевыми петлями. Высчитываем количество петель в 10 сантиметрах. У меня получилось в 10 сантиметрах 17 петель. Далее измеряем обхват груди. У меня 92 сантиметра. Умножая на 1,7 петель, это количество петель в 1 сантиметре, получается 156 петель. И это количество петель должно быть четное. И обычным классическим способом набираем 156 петель, замыкаем вязание в круг и вяжем платочной вязкой по кругу. По кругу получается один ряд мы провязываем лицевыми петлями, следующий ряд изнаночными. И так мы чередуем эти 2 ряда. И так платочной вязкой мы вяжем до нужной нам высоты, до пройм. И вот здесь в конце ряда, при переходе от изнаночного ряда к лицевому, чтобы не образовались ступеньки, мы провязываем последнюю петлю в конце ряда. Вот она. Мне нужно провязать ее изнаночной. И сначала я ее переснимаю на правую спицу. Затем поднимаю протяжку, одеваю вот таким образом, чтобы она была не перекрещенной. Возвращаю петлю и провязываю эту петлю вместе с протяжкой изнаночной петлей. А в лицевом ряду мы ничего не делаем, просто провязываем все петли лицевыми. А в изнаночных рядах мы будем провязывать последнюю петлю таким образом, вместе с протяжкой. И вот так выглядит место соединения. И вот я провязала полную высоту до пройм. И сначала я провязала примерно 20 сантиметров и обработала изделие паром. Оно у меня немного вытянулось. И дальше я уже довязала нужную мне высоту. И у меня это получилось примерно 22 сантиметра. Дальше мы начнем вывязывать проймы. И делим вязание пополам. У меня получается по 78 петель. Вот здесь я поставила маркер. И закончила вязание изнаночным рядом. И по краю проймы у меня идет вот такая окантовка. Она состоит из 4 петель. И после этих 4 петель я делала убавки. И для окантовки проймы от начала ряда я отсчитываю 4 петли, ставлю маркер. После него мы будем делать убавку. И также с этой стороны отсчитываю 4 петли, ставлю маркер. И сейчас я провязываю вот эти 4 петли. Этот ряд я вяжу лицевыми петлями. И после маркера делаем убавление. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваю эти 2 петли передними стенками и провязываю вместе за передние стенки. Довязываю ряд до следующего маркера и оставляю перед ним 2 петли не провязанными. Провязываем до этого места. Провязали до маркера, оставили 2 петли и провязываем их вместе за задние стенки с наклоном влево. И довязываем ряд. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Провязываем все петли лицевыми. В этом ряду убавки мы не делаем. Все убавления я буду делать в лицевом ряду с лицевой стороны. Провязываем ряд лицевыми без изменений. Провязали. Разворачиваемся на лицевую сторону. И
И с лицевой стороны снова делаем такие же убавления. Провязали до маркера. И здесь у нас петли уже лежат передними стенками. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки. Довязываем ряд до маркера, оставляя перед ним 2 петли. Довязали до маркера, и вот эти 2 петли переснимаем на правую спицу, разворачиваем и провязываем за задние стенки с наклоном влево. Довязываем ряд. И кромочную петлю я разверну таким образом и провяжу лицевой, чтобы она не перекрестилась. И такие убавления мы делаем в каждом лицевом ряду. Итак, мы вяжем до выреза горловины, делая убавки со стороны пройм до нужной нам высоты. И я сделала 8 убавлений по краям пройм в каждом лицевом ряду. И дальше, чтобы линия проймы была более плавной, я буду делать убавки через один лицевой ряд. И вот на этой высоте, получается, от начала проймы я провязала примерно 5,5 сантиметров и начну вывязывать вырез горловины. И после всех убавлений на спицах у меня осталось всего 62 петли. И горловину я сделаю в ширину 20 сантиметров. И умножая на 1,7 петель на количество петель в 1 сантиметре, у меня получается 34 петли. И от 62 петель отнимаю вот эти 34 петли на вырез, остается 28 петель. На лямочке я оставлю по 8 петель, получается всего 16 петель на 2 лямки. От 28 петель отнимаем 16, петли лямочки равно 12. И 12 петель, получается, мне нужно убавить еще по краям пройм. Это всего 6 убавочных рядов. Их я уже буду делать через один лицевой ряд. И на вырезе горловины у нас имеется вот такой ровный участок. И его я сделаю в ширину 5 сантиметров. Умножаю на 1,7 петель равно 8,5. Округляю до 8 петель, чтобы число было четное, так как на горловину у нас идет четное количество петель. Если было бы нечетное число, то и на ровный участок я сделала бы нечетное число. От 34 петель выреза горловины отнимаем вот эти 8, ровный участок, остается 26 петель. Делим на 2, равно по 13 петель мы должны убавить с обеих сторон выреза. И вырез я буду делать более плавный, и поэтому я каждое число буду делить на 3. И вот эти 13 петель делим на 3 равно 4. Я округляю до 4. От 13 петель отнимаем вот эти 4 петли, остается 9 петель. 9 петель делим на 3 равно 3. От 9 отнимаем эти 3 петли, остается 6 петель. 6 делим на 3 равно 2. От 6 отнимаем 2 петли, равно 4 петли. И 4 петли разбиваем на 3 части. И у меня получается 2, 1 и 1. И в итоге у нас получается, сначала мы закрываем 4 петли, дальше 3, затем 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле. И здесь располагаем петли от большего к меньшему. И здесь я также на схемке все обозначила. 4, 3, 2 раза по 2 и 2 раза по 1 петле. Всего 62 петли. Я разделила пополам по 31 петле. Поставила маркер. И сейчас я довязываю до маркера и оставляю перед ним 4 петли. Центральные 8 петель мы закроем. Со стороны проймы в этом ряду мы убавку не делаем. Этот лицевой ряд я пропускаю. Довязываем до этого места. Провязали и закрываем центральные 8 петель. Провязываем 2 петли вместе. Я их провязываю за задние стенки. Возвращаем петлю на спицу. И следующие 2 петли снова провязываем вместе. Возвращаем петлю на спицу. Следующие 2 петли провязываем вместе. И так закрываем все 8 петель. И после маркера закрываем 4 петли. Так. И по краям у нас осталось по 27 петель с обеих сторон. И теперь я довязываю ряд до самого конца. Провязываем
Провязали ряд, разворачиваемся на изнаночную сторону. И сейчас мы будем работать с этими петлями. И я провязываю ряд до последней петли. И со стороны выреза мы закроем один раз 4 петли. Провязали, оставили одну петлю, переснимаем ее на правую спицу и разворачиваемся на лицевую сторону. Закрываем 4 петли, переснимаем первые 2 петли на правую спицу, продеваем вторую петлю сквозь первую, закрыли одну петлю, провязываем следующую лицевой, продеваем ее сквозь первую, закрыли 2, провязываем третью, продеваем сквозь первую, закрыли 3 петли, провязываем четвертую. Все. И в этом ряду со стороны проймы я также делаю убавление. Прошлый ряд лицевой мы пропустили, а в этом ряду делаем убавку. Довязываю петли до маркера, оставляю 2 петли, разворачиваю петли, провязываю их за задние стенки с наклоном влево, довязываю ряд. Так, с изнаночной стороны провязываем петли до выреза, оставляя одну петлю не провязанной. Сейчас нам нужно закрыть со стороны выреза один раз 3 петли. Провязали, оставили петлю, переснимаем ее на правую спицу, разворачиваемся на лицевую сторону, закрываем 3 петли, первые 2 снимаем, продеваем вторую петлю сквозь первую, закрыли одну, провязываем следующую лицевой, продеваем сквозь первую, провязываем третью петлю, закрыли 3 петли, довязываем ряд, убавку со стороны проймы пропускаем, провязали, провязываем ряд с изнаночной стороны до последней петли у выреза. Теперь нам нужно закрыть 2 раза по 2 петли. Провязали, переснимаем петлю на правую спицу, разворачиваемся, переснимаем 2 петли, продеваем вторую петлю сквозь первую, провязываем следующую, продеваем сквозь первую, закрыли 2 петли. И в этом ряду я делаю убавку со стороны проймы. Так, довязала до маркера, разворачиваю петли, провязываю с наклоном влево, довязываю ряд, разворачиваемся на изнаночную сторону, со стороны выреза закрываем еще раз 2 петли, довязываем ряд до последней петли, провязали, переснимаем петлю, разворачиваемся, закрываем 2 петли, точно так же 1, 2, убавку со стороны проймы пропускаем, провязали, разворачиваемся на изнаночную сторону, со стороны выреза осталось закрыть 2 раза по 1 петле, довязываю ряд до последней петли, провязали, переснимаем петлю на правую спицу, закрываем 1 петлю, снимаем 2 первые петли, продеваем вторую петлю сквозь первую. Все. Со стороны проймы в этом ряду я делаю убавку. Провязали ряд, разворачиваемся на изнаночную сторону. И мне осталось убавить еще 1 петлю со стороны выреза. Довязываю ряд до последней петли, провязали, переснимаем петлю, разворачиваем вязание, снимаем первые 2 петли, вторую петлю продеваем сквозь первую. Со стороны проймы этот ряд я пропускаю. Так, все, по вырезу мы сделали все убавки. И сейчас на спице у меня осталось 11 петель, и мне осталось убавить еще 3 петли со стороны проймы. Также через 1 лицевой ряд делаем убавление самостоятельно еще 3 раза. И вот я сделала все оставшиеся убавки по краям пройм. И сейчас на спице у меня осталось 8 петель для лямочки. И я продолжаю вязать до нужной мне высоты, до полной высоты проймы. И я пройму сделаю 21 сантиметр. И мне осталось провязать еще примерно 7 сантиметров.
Провязываем дальше лямочку самостоятельно. И я дошла до нужной мне высоты проймы. И на лямочку после последнего убавления я провязала всего 25 рядов. И переснимаю все петли на булавку. Оставляю их открытыми. Теперь будем работать вот с этой стороной. И здесь петли для выреза мы будем закрывать с изнаночной стороны. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Присоединяем нить. И здесь я провязываю первую петлю. Провязываю следующую. И со стороны выреза нам нужно закрыть 4 петли. Продеваю вторую петлю сквозь первую. Здесь ниточку подтягиваю. Закрыли одну петлю, провязываю вторую, третью, и четвертую. Закрыли 4 петли и довязываю ряд. Провязали, разворачиваемся на лицевую сторону. И в этом лицевом ряду со стороны проймы мне нужно сделать убавку, так как в прошлом ряду мы ее пропустили. Провязываю после маркера 2 петли вместе с наклоном вправо и довязываю ряд до последней петли. Со стороны выреза нам нужно закрыть один раз 3 петли. Оставили петлю, переснимаем на правую спицу, разворачиваемся. И здесь все точно так же. Закрываем теперь 3 петли, переснимаю первые 2, продеваю вторую петлю сквозь первую, следующую петлю провязываю лицевой, продеваю сквозь первую, провязываю третью и довязываю ряд. Провязали. Теперь в этом лицевом ряду со стороны проймы убавку я пропускаю, просто провязываю все петли до последней петли. И теперь со стороны выреза мы закрываем 2 раза по 2 петли. Я думаю, здесь все ясно. Дальше я уже показывать не буду. И провязываем точно такую же сторону. Закрываем со стороны выреза 2 раза по 2 петли и затем 2 раза по 1 петле. А со стороны проймы через один лицевой ряд. И вяжем точно такую же лямочку, такое же количество рядов. Провязываем дальше самостоятельно. Я полностью связала перед. И теперь начну вязать спинку. И также отсчитываем от начала ряда 4 петли. Ставим маркер. Также с другой стороны. И с лицевой стороны присоединяем нить. И начинаем вывязывать точно такие же проймы, как мы вязали спереди. И после маркера первые 2 петли разворачиваем и провязываем за передние стенки с наклоном вправо. И сейчас я довязываю ряд до маркера и оставляю перед ним 2 петли. Провязали, и 2 петли перед маркером провязываем за задние стенки с наклоном влево. Довязываем ряд. И такие убавления мы делаем в каждом лицевом ряду. Провязываем самостоятельно. И вот я полностью связала спинку. И для пройм сначала я сделала 9 убавлений в каждом лицевом ряду. И дальше делала убавки в каждом ряду с лицевой и с изнаночной стороны. Все точно так же. С лицевой стороны после 4 петель первые 2 петли мы провязывали с наклоном вправо и в конце ряда с наклоном влево. А с изнаночной стороны мы также в начале ряда провязываем после 4 петель 2 петли вместе с наклоном вправо и в конце ряда 2 петли вместе с наклоном влево. И с лицевой стороны эти убавки у нас будут в правильном направлении. И вот эти вот все убавления я делала до ширины квадрата. Здесь я буду пришивать вот в этом месте бабушкин квадрат. И ссылочку на этот мастер-класс вы найдете под этим видео. И у меня размер 9 на 9 сантиметров. И в конце на спицах я оставила 16 петель. И вот эта ширина как раз подошла. И сейчас я его пришью с изнаночной стороны. Прикладываю и нитью основного цвета. И здесь я буду вставлять иголку в центр петли. Буду пришивать за одну половинку. Получается за заднюю стенку, если смотреть отсюда. И вставляю в самый уголок квадратика
кончик нити оставляю подлиннее. И на квадрате я также буду вставлять иголку в центр петли. Таким образом пришивать за одну стенку. И здесь петли некоторые мы пропускаем, чтобы совместить ширину. И таким образом, совмещая квадратик, пришиваем до самого конца. Я полностью пришила квадрат. И вот так смотрится с изнаночной стороны. Таким образом с лицевой. И здесь по переду я довязала лямки до нужной мне высоты. И уже нитью другого цвета, которым я вязала квадрат. Снимать не стала. Переснимаем петли на спицы и вяжем точно так же платочной вязкой до нужной нам высоты. Всего я провязала 25 рядов и закрыла петли классическим способом. И вот наш пришитый квадрат. Их я буду пришивать с лицевой стороны. Совмещаю в самый уголок квадрата. Вот он уголочек. Продеваю иголку. И здесь в каждую петлю. И на самом квадрате я также завожу иголку за 2 половинки петли. Все, пришили одну лямочку, и вот так это все смотрится. Теперь также пришиваем вторую в это место. Сейчас по вырезу горловины мы сделаем вот такую красивую обвязку. И обвязку горловины и проймы я буду делать этими же спицами, которыми вязала основное полотно. Спицами номер 3,5. И начну набирать петли с лямочки с задней стороны. Вот здесь начинается лямка. Вставляю спицу вот в это место. И дальше я буду набирать петли таким образом. Вот у нас идет кромочная петля, 2 половинки. И я захватываю переднюю и набрасываю на заднюю. Таким образом. И сразу провязываю эту петлю за переднюю стенку лицевой. Снова кромочная петля, вот она косичка, я захватываю переднюю и набрасываю на заднюю, протягиваю заднюю стенку и провязываю ее, не перекрещивая. И вот я набрала 3 петли, и после 3 петель я буду делать накид, чтобы у нас вязание не стянуло. И дальше следующая кромочная петля, захватываю переднюю стенку и сквозь нее протягиваю заднюю, провязываю ее лицевой, захватываю переднюю стенку петли, протягиваю сквозь нее заднюю и провязываю. Провязываем 3-ю петлю. Провязали 3 петли, снова накид. И так мы набираем петли по всему краю лямочки. 3 петли, накид. Набираем петли по краю лямки до самого конца. И вот я набрала петли на всей лямочке и перешла к месту закругления выреза. И у меня получается здесь 3 петли. И я снова делаю накид. И дальше буду набирать петли. Вот у нас кромочная. И вот в эту петлю, в нижний ряд. Дальше вот в это место, вот в эту петлю. Следующая, вот она. И я вставляю спицу вот в эту петлю. Провязали 3 петли, снова накид. Продолжаем набирать.
Снова накид. И накиды я буду делать вот до этого места, до ровного участка, так как петли здесь не такие вытянутые. И вот здесь я еще сделаю накид, а дальше вот в этом месте уже делать не буду. И здесь вставляю спицу в эту петлю. Я дошла до ровного участка. И здесь также набираем петли. Петлю нижнего ряда. Набрали петли на ровном участке. И дальше я уже буду делать накиды через каждые 3 петли. Провязали 3 петли и накид. Снова 3 петли. 1, 2, 3 и накид. Итак, мы довязываем до лямочки. И вот я дошла до лямки. И здесь мы точно так же набираем петли, как набирали на первой. Вот у нас кромочная, захватываем переднюю стенку, протягиваем сквозь нее заднюю и провязываем. Следующую петлю захватываем переднюю стенку, протягиваем заднюю и провязываем. Провязали 3 петли, накид. Так мы довязываем до конца квадрата. И здесь встретимся. И вот я набрала петли до квадрата. И здесь мы набираем петли под кромочную. И так я наберу в каждую петлю. Конечно, здесь уже накиды мы не делаем. И вот я набрала петли по всему краю горловины. И дальше провязываем первый ряд. И все петли провязываем лицевыми скрещенными. Смотрим, как расположены петли. Я их провязываю за заднюю стенку, чтобы петля перекрестилась. И с перекрещенными петлями будет красивее смотреться. Провязываем лицевыми. Дошли до накида. Провязываю скрещенной петлей. Итак, довязываем ряд. Провязали первый ряд. Следующий ряд вяжем изнаночными. И довязываем все петли до вот этого места. Там, где у нас соединяется лямочка с квадратом, до уголка. И вот я дохожу до соединения лямочки с квадратом, до уголка. И вот у нас шовчик, одна петля. И одну петлю я оставила на лямочке не провязанной. И вот эти вот 3 петли я провяжу вместе изнаночной петлей. И хорошо подтягиваем. И теперь здесь также я провязываю петли и дохожу вот до этого места, до уголка. И провяжу 3 петли вместе изнаночной. И вот я дошла до уголка, и здесь у меня начинается ряд, вот изнаночная петля, и я оставила 2 петли не провязанными. И вот эти 3 петли провяжу вместе и разверну изнаночную петлю, возвращаю эти 2, провязываю их вместе. Все.
здесь подтягиваю нить. Провязали ряд изнаночными и осталось закрыть петли. Провязываем 2 петли вместе лицевой и возвращаем петлю на спицу. Следующие 2 петли вместе лицевой и возвращаем петлю на спицу. Снова 2 петли вместе, возвращаем ее на спицу. Следим за натяжением нити, чтобы вязание не стянуло. Вот я немного провязала и смотрю, как они себя ведут. Меня все устраивает, и я дальше продолжаю закрывать также. Закрываем петли. И я закрыла все петли, ниточку заправила. И вот такая аккуратная и красивая обвязка у нас получилась. Также я обвязала уже одну пройму. И начинаем обвязывать вторую пройму. И петли мы будем набирать точно так же, как мы набирали на лямочках. И начиная от центра проймы, снизу. И вот здесь у нас вот такое растянутое место. Я вставляю спицу вот сюда. И дальше у нас идет кромочная петля. Мы также спицу заводим за переднюю стенку и продеваем сквозь нее заднюю. И провязываем лицевой. Снова точно так же провязываем кромочную и провязываем петлю. 3 петли, накид. И так мы набираем петли по кругу. Набираем петли до квадрата. И я дошла до квадрата. И здесь я буду набирать петли через одну петлю. Здесь сверху мы набирали в каждую петлю. Но здесь это нормально, так как лямочка у нас вот таким образом по спинке растягивается. А здесь я буду набирать через одну петлю. Конечно, без накидов. 3 петли я провязала. Вот здесь я делаю накид. И дальше набираю в самый уголок. И одну петлю пропускаю в следующую. Петлю пропускаю в следующую. И так до конца квадрата через одну петлю. Все, набрали петли по квадрату. И дальше переходим на лямку. И набираем точно так же. Сначала провязывая кромочную и затем образовавшуюся петлю. И набираем точно такое же количество петель, как мы набирали на первой пройме. Всего у меня получилось набрать 101 петлю. Не забываем после 3 петель делать накид. И дальше мы провязываем точно так же, как мы вязали на горловине. Первый ряд вяжем лицевыми петлями, второй ряд изнаночными. И дальше закрываем петли. Я дальше уже показывать не буду. Думаю, здесь все ясно. Вяжем точно такую же обвязку. Я полностью сделала обвязку проймы и закрыла петли точно так же, как мы закрывали на горловине. И обработала изделие паром. И вот так это все смотрится. Очень аккуратно, красиво. Вот так выглядит с задней стороны. Вот и все. Наш топик полностью готов. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик под видео, чтобы не пропустить мои дальнейшие мастер-классы. Успехов всем в творчестве и до новых встреч!